Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Узнай будущее. Таро прогноз. Таро расклад на 10 дней до декаду с 1 по 10 января 2025 года. Давайте узнаем подсказки карт. И будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. Что же ждет в эти 10 дней? Или давайте узнаем будущее, что изменит, возможно, ваши планы или те события, которые окажут влияние на вашу жизнь. У нас сегодня две колоды. Первая – это колода Ленорман. Мы не будем задавать вопросов, достанем 4 карты и позволим картам нам рассказать, какие же события ближайшего будущего вас ожидают. И вторая колода – Таро. После мы раскроем, дополним другими вопросами, что вас ждет в эти 10 дней. Итак, колода Ленорман. События ближайшего будущего для водолеев с 1 по 10 января. Какая сфера жизни, может быть, наиболее будет проигрываться или то, чему придется уделять больше внимания? Давайте раскроем. События ближайших дней. И первая карта колоды Таро – неожиданности. С чем это может быть связано? Пусть это будут приятные сюрпризы. В чем ваша сила, в чем ваш успех, что вам будет помогать? Может быть, то, что само идет в руки, что не упустить. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Переложите на свою составляющую. Энергия денег, финансы, как видят карты. Личная жизнь с 1 по 10 января. И мы достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак. Ага, вот так. Выпадает аркан змея. И именно в этой колоде здесь, знаете, это не есть какая-то змея, как вот какой-то конкретный обман. Это карта неожиданности. Причем это когда и прописано буквально так. Когда среди полного благополучия или когда мы словно куда-то идем или что-то мы делаем, возникает либо препятствие, либо мы столкнулись с какой-то информацией, или, может быть, это поведение человека неожиданное. То есть вот какая-то неожиданность, она может присутствовать. Нам это никак не мешает, но мы можем растеряться, потому что первое, сильная эмоция и буквально у кого-то страх может проиграться, или у кого-то будет проигрываться сомнение. Но значит, это сомнение в достаточно таких активных эмоциях мы можем переживать по поводу того, что, по сути дела, как будто нас кто-то пугает, или обстоятельства нас могут проверять на прочность, я бы сказала так по этой карте, потому что, по сути дела, нам кажется, что это какой-то монстр, а по сути это так не является. Или этот монстр вовсе и не монстр, это просто мы так это представляем. Давайте откроем вторую карту. С чем это может быть связано? Я бы сказала, вам нужно какие-то параллели провести. Здесь по аркану крест всегда идет контекст между прошлым и будущим. Это переходное значение. Есть то, на чем буквально нужно поставить крест и больше об этом не думать, не вспоминать, не теребить, может быть, прежние раны, не расстраивать себя самого или саму по поводу того, что уже произошло, и вы это не можете изменить. Мы не можем повлиять на поведение людей, мы не можем изменить многие обстоятельства. И значит, нужно принять то, что не подлежит нашему воздействию или нашим переменам. То есть мы на это не влияем. Мы должны это просто воспринять, скорее адаптировать себя к какой-то ситуации, потому что, да, крест присутствует, но обратите внимание, уже за крестом восход солнца. И нам словно эту груду камней, на котором стоит, ну, как этот пьедестал, стоит обойти для того, чтобы продолжить путь. Но это как переходное значение между прошлым и будущим, поэтому вы можете столкнуться с какими-то новостями из прошлого или с какой-то прежней ситуацией. Или когда вы уже, может быть, и преодолели это прошлое,
Но последующий шаг, как скачок, прыжок в будущее, еще сделать сложно, потому что мы боимся. Ведь там уже какое-то неизведанное или нами не опробованное. Оно вроде нас притягивает. Магнетизм какой-то присутствует, нас зовет. Но в то же время что-то не предопределено. Не предопределено для нас. Хотя уже, наверное, в раскладе высших сил или Вселенной оно все имеет смысл, все имеет какое-то свое значение. Но мы всего лишь люди, и мы можем на первых порах как будто растеряться. Давайте откроем третью карту. У кого-то эти перемены могут быть связаны с переездом, с перемещением, с конкретным домом, да, или с вашими детьми. Может быть, придут события по поводу детей какие-то. И это не есть что-то плохое, а здесь будет какое-то, ну, то событие, которое нас заставит менять либо свое мнение о чем-то, либо организовывать как-то по-другому жизнь. Все же в первую очередь ребенок говорит о чем? О новизне перемен в первую очередь. И эту новизну, может быть, нам и как новую реальность еще так сложновато с ней смириться или, принять то, что обстоятельства в нашей жизни уже поменялись, не будет возврата опять же к прошлому. В целом, я бы сказала, все 3 карты говорят о некоторой растерянности, я думаю, для большинства может именно так проиграться, потому что прошлое уже завершилось, а будущее, оно еще не отстроено. И, мои дорогие водолеи, ваша планета-управитель Уран, она находится весь январь в знаке зодиака Телец. И это оказывает влияние абсолютно на все знаки зодиака. И ретро-движение– это, конечно, есть какая-то концепция прошлого. И Уран многие связывают как планету-разрушитель, хотя на самом деле Уран– это новизна, это новая концепция будущего. Но, опять же, это ваша планета-управитель, которая находится в знаке зодиака Телец. И весь январь это могут быть вопросы для каждого из знаков зодиаков связаны. Первое– это земля или территории, и второе– это деньги. Если мы говорим земля, территория– это конкретно место проживания, и по аркану ребенок у нас проходит дом, где-то так. Или где вы находитесь, или планируете находиться в будущем. Что-то вы тут уже задумали, но, может быть, это будущее вас словно пугает. Получится, не получится, какие-то сомнения могут быть, хотя препятствий явных нет. У кого-то это будет связано с далеким, может быть, переездом, вынужденным у кого-то переездом, и приходится принимать важные для себя решения. Такие, знаете, ну, жизнеполагающие, жизнеутверждающие, что-то как базовое какое-то ваше решение, после которого начинается новый отсчет. Но мы можем опять же растеряться, потому что просчитать-то мы не можем наперед. Если мы говорим концепция денег, то это может быть связано как с вашими финансовыми активами на сегодняшний день или откуда к вам будут приходить деньги в последующем, как я буду зарабатывать деньги. Может быть, как я буду зарабатывать деньги в новой местности, куда вы намереваетесь поехать или отправиться, или надолго переехать, переместиться, или новая работа, или новые системы взаиморасчета, электронные деньги, для кого-то новые заработки, в принципе, как или дополнительный доход, или вы меняете уже сферу деятельности. Ну, наверное, самые разные вопросы, но всегда есть направление, как с новизной какой-то, с чем мы еще не сталкивались достаточно часто, или мы это еще не отработали в какой-то шаблон. Наше сознание– это великий шаблон в первую очередь. И где-то он нам помогает. Мы выполняем на автоматизме самые простые вещи. И где-то это может свидетельствовать о профессионализме даже. Но тогда тот профессионализм, который мы подразумеваем, он все равно идет в какой-то новой либо концепции, либо он идет в новых сложившихся условиях или обстоятельствах. Поэтому будущее мы не можем отменить. Нам нужно на что-то решиться и сделать следующий шаг. На кону ваше солнце. Мне нечего добавить. И это карта выбора правильного направления. То направление, которое будет наиболее актуально проигрывается в последующие 6-8 месяцев. Чем-то вам придется заниматься
То есть вы как, может быть, переход, я сказала, по аркану крест между прошлым и будущим, чувствуете в эти 10 дней, на что-то вам нужно решиться, но есть еще то, что вас словно тянет назад, а вам, мои дорогие водолеи, вперед, только к солнцу, карта радости. Но я так думаю, что больше в эти 10 дней каких-то приятных, радостных событий, или, может быть, новости какие-то приходят, и больше возможностей вы уже видите. И поэтому, если где-то вы и замешкались по аркану змея, все равно долго этот период ожидания или каких-то ваших сомнений не пройдет, потому что уже вы видите либо выход из создавшегося конкретного положения, или по какой-то ситуации вы быстро сориентируетесь, потому что как магнетизм вот по этой карте Солнца, он тоже присутствует. Или у кого-то как желание осуществить свой проект. И, видимо, оно будет сильнее, нежели какие-то внутренние страхи. Что же нам говорят про неожиданности? И вам выпадает десятка жезлов. Ну так тяжеловато, не совсем неожиданность. Может быть, для кого-то из вас много работы. По этой карте нам всегда говорят, удели внимание только тому, что для тебя основополагающее. А то, что где-то рутинно или какие-то буквально бытовые вопросы, ты сейчас не пытайся решить одним махом. Более того, распредели правильно свои силы и делегируй как раз те дела, вопросы, события, которые, ну, может быть, может сделать кто-то другой. Или для вас они сейчас не настолько актуальны. Вам правильно распределить силы будет задача номер один. Тогда, может быть, вы быстрее с чем-то определитесь. Или тогда вы более ясно будете видеть концепцию будущего. Здесь есть будущее, оно присутствует уже. Оно как будто не просто на пороге, оно уже входит в вашу жизнь. Но есть еще и то, по десятке жезлов это тоже десятка, завершение каких-то прежних, ну, может быть, ваших приложенных усилий, у кого-то конкретных дел. Может быть, то, что вы как должны, как гештальт какой-то закрыть, поставить чем-то точку, чтобы это прошлое вам не напоминало в будущем, чтобы не было каких-то неожиданностей в будущем. Ну и, безусловно, карта говорит, отдыхай, мои дорогие, в неожиданностях. Что же вам идет само в руки, пятерка пентаклей, или что вам помогает? Ведь это карта недостатка. Это карта холода во взаимоотношениях или недопонимания во взаимоотношениях. И тем не менее, мы спросили, что вам помогает. И значит, быстрее сделайте какой-то выбор, мои дорогие, отталкиваясь от того, что не может быть продолжено, или то, что вы продолжать не захотите. Здесь может быть какая-то ситуация, когда не было бы счастья, но несчастье помогло. Словно сама судьба вас подталкивает к важному решению через какую-то минусовую ситуацию или обстоятельства, или во взаимоотношениях. Вам нужно с чем-то разобраться, в чем-то поставить точку. Или, мои дорогие, пятерка пентаклей не такая крупная карта, но определенно мы что-то должны прояснить. Вот для вас будет важно прояснить либо для себя что-то по деньгам, либо по взаимоотношениям. И значит, вам помогает какая-то неопределенность, чтобы вы вынесли на поверхность важный вопрос, не закопали вглубь себя, не сидели, додумывали какой-то вопрос, а были более конкретны. И тогда вам это дважды помогает. Поэтому вам нужно будет, видимо, быть великим дипломатом и для себя что-то прояснить. Дела, работа, бизнес, правда. По четверке пентаклей мы всегда сохраняем деньги. Я называю это карта жадины. Поэтому, в принципе, никуда не торопитесь по работе. И поэтому то, что вы или сложилась обстановка, или то, что вы проделали, или то, что у вас уже произошло, случилось. Вот не предпринимайте каких-то последующих шагов. Или шагов в плане, когда мы пытаемся что-то реанимировать или что-то переделать. Я бы сказала, какая-то неспешность все-таки присутствует. Ведь это еще карта самосохранения. Поэтому для вас наиболее важно будет
не включиться в какие-то новые совершенно вопросы, которые больше приходят и нужны кому-то. Здесь больше вы сами. Вы этот период, может быть, 10 дней, вам дается для того, чтобы вы с чем-то определились. Может быть, это и по части денег как раз. Или на самосохранение, если это направлено, значит, через взаимоотношения. Прояснить какой-то вопрос, который касается вашего благополучия. Или что-то просчитать, если вы собираетесь куда-то переезжать. Но, правда, здесь не должно быть недосказанности. Здесь для вас должно быть, ну, условно, база какая-то определена. Не должно быть того, что может вас застать врасплох. Ведь эта карта еще и надежности. Да, по этой карте нет никакого вдохновения, безусловно. И где-то нам говорят, не будь буквально скупердяем жадиной. Но ведь это идет на работу. И, может быть, мы можем расценивать эту карту как совет. Здесь нет каких-то перемен. Здесь карта статики. Здесь ничего не меняется в эти 10 дней. Но именно это, я бы сказала, дает вам время для перезагрузки, мои дорогие. Поэтому вот здесь какие-то революционные изменения в эти 10 дней все-таки не такой большой срок. Производить не следует, по крайней мере, я это вижу так. Потому что вот вы для себя как раз определить что-то можете, или на что-то решиться, или привести мысли в порядок. Все, любая четверка как раз о стабильности говорит, или о своеобразном якоре. Но не когда мы какие-то инновационные решения предпринимаем. Давайте посмотрим, что же на деньги. Хотя, говорят, деньги есть, деньги будут. А вам это совершенно необходимо. Вот все то, что я сейчас по четверке пентаклей говорила. У вас на кону карта мага. Вы маги, волшебники, плюс аркан солнца. Тут, правда, будущее уже, ну, где-то в самой своей прелюдии коснулось вас. Или вы уже сами где-то чувствуете, мои дорогие водолеи, и правда сейчас происходит, или вот-вот произойдет что-то в моей жизни, ну, совершенно удивительное, или какие-то очень важные перемены. Или вы уже для себя какой-то план разработали. Может быть, вы знаете, какого числа, куда поедете, к примеру, да? Или вы знаете, когда вы получите какой-то документ, и это как точка отправная или пункт невозврата уже какой-то будет. Но, безусловно, по аркану мага это великий реалист. Но он правильно взаимодействует, как и с окружающими, он правильно взаимодействует по каким-то делам, по деньгам, он себе не вредит, у него все стихии в руках, для него нет ничего невозможного. Но хладнокровие, выдержка. Помните, магами не рождаются, ими становятся. Очень какие-то правильные выверенные действия у вас должны быть и по работе, кстати, да? Так, и по деньгам тоже. И если есть какая-то недосказанность или для вас неопределенность, вам нужно это прояснить. Не оставлять ее себе додумывать в одиночестве. Семерка Пентаклей нам снова карта говорит, не торопись. У кого-то это по отношениям просто нет перемен. И, видимо, то, что у вас сложилось, ну, может быть, на конец 2024 года, в первые 10 дней в личной жизни перемен нет. Или вы ожидаете получения какого-то документа, я не могу сказать по этой карте, что он в эти 10 дней придет. Или вы что-то решите. Здесь, скорее всего, останется без перемен. Но будем реалистами, 10 дней– это не такой большой срок. Но эта карта говорит, правда, могут быть какие-то паузы. Могут быть паузы в документах или в обстоятельствах. Но тогда это словно Вселенная, опять же, или внешние какие-то силы, высшие силы воздействуют на вас так, чтобы вы тоже куда-то не спешили. Тут все произойдет в свой срок. Вот об этом тоже говорит карта. Давайте рассмотрим, что же в Совете. Король кубков. Время для себя самого. И, пожалуй, как вот эта пятерка пентаклей, которая выпала, что вам помогает? Два направления мы сказали: деньги и взаимоотношения. Так вот, по королю кубков он как раз умеет переключаться, если мы говорим о личной жизни и вопросами финансов. Значит, вам придется что-то согласовывать, как и по деньгам, так и будут вопросы, которые касаются, может быть, вашей семьи, ваших близких или каких-то ваших ключевых партнеров,
Ну, по личной жизни, каких-то нерешенных, может быть, вопросов. И, с одной стороны, не примешивать эмоции в те вопросы, которые связаны с документами или каким-то материализмом. И опять же, в вопросах денег не добавлять эмоционального окрашивания. Тогда будет все более понятно, будет все ясно, не будет или меньше будет каких-то неожиданностей. И самое главное, восприятие того, что происходит вокруг, оно у вас будет более спокойно. Ведь энергетика короля кубков, она очень своеобразная. Это единственный персонаж в колоде, который как раз и умеет согласовать возвышенное и земное. И где-то аркан мага нам ведь тоже говорит об этом. Мы можем сказать, что это великий манипулятор, но, видимо, вам по-другому в эти 10 дней никак нельзя. И об этом как раз нам говорят все карты. Что-то вы для себя должны прояснить, определить, проговорить или вынести на обсуждение какие-то важные темы, чтобы не осталось недосказанностей. Все точки над «и» в эти 10 дней вы, по крайней мере, для самих себя должны расставить, потому что на кону солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.